Друзья, приветствую! С вами Яра. И сегодня мы продолжаем летнюю тему охлаждающих напитков и еды. И опять у нас испанское блюдо. Сегодня суп гаспачо. Знаменитый испанский суп, который родом из Андалусии. Примечательно, что эта еда была вовсе не такой, как мы ее видим сегодня. Там изначально не было ни томатов, ни перца, а суп состоял из хлеба, воды, оливкового масла, чеснока и уксуса. И такой суп себе готовили в основном пастухи, потому что в жаркий летний зной, выходя на знойные пастбища, это единственное блюдо, которое их могло охладить. Ну и легко, наверное, было с собой брать. И только после открытия Америки гаспачо претерпел изменения. В нем появились томаты, болгарские перцы и остальные ингредиенты. Сегодня мы будем готовить тоже не классическую версию, а более современный, на мой взгляд, вид гаспачо. Более простой, более шелковистый по текстуре, ну и, конечно же, более легкий, потому что в такую знойную жару, я уверена, кому не захочется попробовать тарелку охлаждающего супа, который не только питает, но и тонизирует. Обязательным ингредиентом является болгарский перец и томаты. Но томаты сегодня я буду использовать поми, потому что у них потрясающий сладкий вкус, нежная текстура, и они уже у нас и без косточек, и без шкурки. Иногда я использую консервированные томаты, если в моем магазине нет хороших, доброкачественных, спелых томатов, что сегодня я и имела честь лицезреть. Поэтому оставляю такие. Если у вас есть дачные, сочные томаты, особенно бычье сердце, пожалуйста, используйте их, они будут восхитительны. Нам нужно только будет снять с них кожицу кипятком. Дальше у нас идет красный лук, но сегодня я взяла на себя смелость, будем играться с зеленым луком. Мне нравится, он более нежный. Огурец, который дает спелость, смелость и хрусткость. Мята – это мое собственное изобретение. Мне кажется, с огурцом они дают вот эту нежность и свежесть, которую мы ищем. Базиличок. Куда же мы без чеснока? Чесночок. Также мы можем использовать хлеб. Мой протеиновый хлеб, который вы можете найти у меня на канале, который не содержит муки. В крайнем случае мы можем заменить хлеб миндальным орехом. Итак, начнем. Для того, чтобы сделать суп гаспачо, в идеале нам его нарезать и оставить мариноваться заранее. Но сегодня для того, чтобы ускорить процесс для вас, я все делать буду сразу. Гаспачо делается путем измельчения ингредиентов в миксере. Нарезаю предварительно очищенный огурец на вот такие крупные дольки, потому что мы все это будем измельчать. А огурец я почистила только для цвета. Если мы оставим шкурку, то цвет будет немножко бурый. А мне бы хотелось, чтобы у нас доминировали красные цвета томата и перца. Здесь у нас уже достаточно зеленых цветов в нашей зелени. Но если вам нравится есть огурцы со шкуркой, если это ваши дачные огурцы, пожалуйста, оставляйте эти хрустящие пупырышки и шкурки. Замечательные просто. Кстати, в Андалусии, откуда этот суп родом, его подают с гарниром. Сам по себе он достаточно жидковатый. Часто его подают с яйцом или делают гарнировку из овощей, накрошенных мелким кубиком. Вы можете этот суп есть и с мясом, и с курицей. Даже можно порубить холодную курицу и положить в центр тарелки. Это будет замечательно. Я люблю, когда гаспачо... Ой, что-то я разогналась. Гаспачо очень овощной, поэтому сегодня буду делать его овощным. И съем на обед, как раз после съемки. Лучок. Я думаю, что вот так пока достаточно. Если мы попробуем после того, как измельчим, и будет недостаточно, я добавлю. Чесночок я добавлю 1 зубчик. Немножко скажу про второй способ приготовления гаспачо. Болгарский перец, если у вас есть время, и чеснок в идеале запечь. То есть так же, как на наш соус, который мы делали
ромеско мы запекаем в духовке 30-40 минут, и тогда перец дает необычайную сладость. Я заметила, что запеченный перец дает более плотную густоту для готового супа. Но мы сегодня немножко ускоримся и не будем этого делать. И иногда хочется прям настоящей свежести, и за 5 минут процесс запекания может вот этот порыв приготовления куда-нибудь спугнуть. Перец. Как мы нарезаем перец? Мы сначала отрезаем шляпку, потом отрезаем попку, как вы ее называете, я не знаю, и дальше разрезаем в центре, срезая все лепесточки. И у нас получится вот такой перчик. Очень удобно к нарезке. По рецепту нам не нужен целый перец, но он так вкусно пахнет, я не могу устоять. Поэтому я добавлю его весь. Мембраны я срезаю. Они дают немножко иной вкус, который мне лично не нравится. Если вам нравится вкус мембран, оставляйте их. Сюда у нас перчик пошел. Ну и попку тоже порежу. Чесночок мы добавили. Мы добавим томаты. Где-то 600 грамм, у меня здесь 500, я думаю, будет достаточно. Они нам дают и густоту, и сок, чтобы томаты у нас не пропадали. Я налью немножко водички сюда. Все в дело. Дальше нам потребуется соль, перец. У меня соль сопротивляется. Черный перец. И обязательно я добавлю немного табаско. Смотрите, если вы любите остроту. Мне кажется, холодный суп, а в гаспачо я даже добавляю лед, любит перчик чили и остроту. И я добавлю еще немножко перца чили. Скажу лайфхак небольшой. Перец чили мы не так часто используем, но он продается в достаточно больших упаковках. Так вот, я его замораживаю. И когда мне нужен один перчик чили, я его достаю, размораживаю, и он себя превосходно ведет. Это размороженный перец. Потом я его надрезаю, раскрываю. Главное потом не потереть руками лицо. Выбираю семечки, потому что именно в семечках содержится острота. И вот в таком виде, без семечек, добавляю в суп. Наверное, добавлю пока половинку, потому что я себя знаю. Да, соль, как и перец, мы можем добавить в суп, но убрать из супа сложно. Это тоже мое изобретение. Немножко лимонной цедры. Лимон я предварительно помыла. Лимонная цедра нам даст дополнительную свежесть. Лимон поднимет вкусы уже других ингредиентов. И потом это вкус лета, запах лета, аромат лета. Я очень люблю лимоны. Лимоны, а какие они в Испании, какие они в Италии, они совсем другие. Совсем не горькая кожица и огромные просто. Немного прокатаю, чтобы у нас сок хорошо выжимался. Так. И лимон добавлю, и уксус добавлю. Лимон больше свежесть, уксус нам даст вкус. Немножко. Убираю. Вот сюда. Уксус. 2 столовые ложечки. Ну, смотрите, как у вас дружба с уксусом. Он прекрасно здесь сочетается. Оливковое масло. То есть у нас есть кислоты. Сейчас мы добавим оливковое масло. И это тоже послужит эмульгации нашего супа. И последний штрих. Базилик и мята. Совсем немножко. Кому больше нравится, добавьте больше. Это уже превосходно. И мятки я, наверное, добавлю буквально вот горсточку, только листики. Превосходно. Воду я добавлю потом, если потребуется. А сейчас я все буду измельчать. Текстура у нас достаточно густая, поэтому, если вам нравится такая текстура, можно хлеб не добавлять.
Если вы хотите более плотную текстуру, мы ее добавим. Я думаю, что я добавлю половиночку кусочка для сытости. И я попробую на лучок, если мне нравится или надо больше. Бомба! Очень вкусно, очень остро. Я, пожалуй, добавлю немного сахара-заменителя. Почему? Потому что иногда томаты более сладкие, иногда менее сладкие. И я добавлю немного соли, чтобы добиться потрясающего баланса. Что там у меня так шипит? Отлично. Кислинка, солинка. Ух! Бывает, сейчас буду измельчать и мыть. Текстура получилась великолепной, шелковистой. И я сначала попробую. Бомба! Этот суп лучше немного охладить, хотя бы 2-3 часа. Но мне не терпится. Поэтому, если вы хотите его съесть сразу, можно добавить немного льда прямо сюда и все вместе измельчить. Да и теплый он тоже прекрасен. Поэтому я начинаю сервировать и буду его пробовать снова, уже с тарелки. Этот суп просто подкупает своей простотой, бездной вкуса, столько там ингредиентов. Еще что мне нравится, что он очень-очень полезный. Чем я его украшу? Я добавлю сюда немножко листиков базилика. Вот как-то вот так. Итак, друзья, наш суп гаспачо готов. Сейчас я сниму пробу. Очень яркий, очень освежающий. И томаты, и перец, и лук. Все-все-все чувствуется отдельно. Кстати, хотела вам сказать, чем дольше он стоит в холодильнике, тем он вкуснее. Я его люблю на 3-й день, но, к сожалению, до 3-го дня он редко, когда у нас достаивается. Хотела сказать, что если вы хотите заменить какие-то ингредиенты, пожалуйста, этот суп позволяет свободно действовать без каких-либо ограничений. Вы можете заменить огурец на сельдерей, вы можете заменить оливковое масло на ореховое, лук на зеленый лук, как я сделала. Пробуйте, экспериментируйте, добавляйте хлеб, добавляйте орехи, держите его в холодильнике, добавляйте различные масла и специи, те, которые вам нравятся. И наслаждайтесь этим полезным, освежающим, прохладным супом, который, я считаю, для летнего сезона лучше не придумать. А с вами была Яра. И я хочу вас поблагодарить за то, что вы смотрите сегодня это видео. Оставайтесь со мной на канале, чтобы не пропустить другие видео. И благодарю вас за ваши реакции, за лайки и ваши комментарии. Я их все читаю. Благодарю.